Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня видео о уходовой косметике на август. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. По традиции я буду показывать только ту косметику, которую я добавляю в свой уход. Если каких-то позиций вы здесь не увидите, значит они остались с прошлого месяца и стоят в ванной. Может быть, конечно, будут какие-то повторки, которые я в тот раз, допустим, показала, но так и не воспользовалась. Это может быть. И в начале видео я хочу сказать, что под видео будет ссылка на приложение «Активный гражданин». Если вы живете в Москве и имеете учетную запись на mos.ru, вы можете скачать приложение, зайти туда и голосовать. Ну, там, знаете, всякие городские голосования, опросы, новости. Плюс за вход в приложение вам будут начислять баллы, да много за что на самом деле. И потом вы их сможете тратить на, допустим, пополнить тройку, оплатить парковочное место этими баллами, театры, музеи, выставки, всякие подарки. Но если, например, говорить о косметике, то, по крайней мере, точно до недавнего времени 1500 баллов можно обменять на 500 рублей в Магнит и в Магнит Косметик. Но помимо этого там Спортмастер, Леонардо, Кораблик, еще какие-то магазины. Короче, много всего. Я думаю, абсолютно точно каждый человек сможет себе выбрать какой-то подарок по душе. Вот, я, по крайней мере, уже где-то на 1000 рублей в метро покаталась и на 1500 затарилась в магазине Леонардо. Поэтому очень советую приложение. Баллы копятся там довольно-таки легко, особенно в первое время. Ну что ж, и теперь перейдем непосредственно к косметике. Что касается жителей других городов, я не знаю, можно там регистрироваться или нет, но для москвичей точно. Первое, что я добавляю в свой уход, это шампунь от чистой линии, укрепляющий, с крапивой для всех типов волос. Я до этого в прошлом видео показывала другой шампунь от чистой линии, но я сняла видео, потом стала разбираться в своих запасах и обнаружила, что у меня есть вот такой шампунь, то есть он у меня стоит уже в запасе или полгода, или год, а тот шампунь я только недавно купила, поэтому я, естественно, решила, что пусть в использовании идет тот, что уже стоит давно. Мне очень нравится аромат вот у бальзама, почему-то он мне не понравился, но бальзам уже ушел в пустышки, я его полностью закончила. Бальзам у меня очень долго стоял, может быть, изменился аромат, не знаю. Вот. Шампунем я уже пару раз воспользовалась. Он классный, хорошо очищает волосы, нормально пенится. У меня вообще никаких претензий нет к шампуням от чистой линии. Следующее это, пусть будет уже тоже по уходу за волосами, это бальзам Шаума. Я как раз-таки перебирала свои запасы и поняла, что кроме сашеток у меня никаких бальзамов полноценных вообще в запасе нет. Ну и, соответственно, поехала в Ашан, за 100 с чем-то рублей купила вот Шаума. Давно не пользовалась ни шампунями, ни бальзамами от этой марки. Здесь... Что у нас тут? Свежая крапива и спелое яблоко. Пахнет в основном яблоком, но и крапивные нотки тоже присутствуют, очень приятно. Вот, я подбирала в плане крапивы не специально. Вот, меня привлекло яблоко, но я, конечно, смотрела для чего. Здесь для нормальных волос, мягкость и гладкость. Это, в общем-то, то, что мне нужно. Мне там ни питания, ничего не хотелось такого. Консистенция у бальзама такая средненькая. Ближе, конечно, к жидкой, но хорошо справляется со своей задачей. Я очень-очень довольна. Теперь по гелям для душа. Во-первых, достала из запасов от Family Life гель для душа. В общем, арбузный. Здесь объем 250 мл, здесь 400, здесь 200. Мне этот гель очень нравился. В свое время я неоднократно покупала его в магазине Fix Price и для дома, и в студию покупала. У него очень натуральный, классный аромат арбуза и вообще отличный, шикарный гель. Потом он из
фикс прайса пропал, но в магазине фиксированной цены, как-то он так заодно назывался, что-то в этом роде, он появился, я купила, и, в общем, так он у меня простоял, наверное, года 4, если лет не 5, наверное, вот так. В итоге, ну, что могу сказать, аромат стал более слабым, но он не изменился, просто более такой слабенький. И гель прозрачный, но там красный такой краситель. Красный краситель со временем становится немножко такой, ну, коричневатым. Ну, скорее с ним это чуть-чуть произошло, но это как бы не страшно, никак не влияет на использование. Я, конечно, люблю более яркие ароматы. Не нужно было его, ну, так сказать, долго держать. Не знаю, мне так его было жалко. Но вот будет мне уроком, что надо все-таки не жалеть, а использовать. Ну, знаете, я подумала так. Я попользуюсь им. Если вдруг уж мне будет совсем скучно, я возьму бутылку такую 0,2, перелью этот гель и в унитаз в сливной бачок для того, чтобы пена и все такое было. Вот. И второй гель достала из Сана от Rossmann из магазина Watsons. Он есть в Петербурге. Это витаминный йогурт. Витамины и йогурт, короче. Ну, знаете, какого-то прям, ну, аромата, как вот пахнут всякие гели с йогуртом, ну, с таким названием, да, здесь особо нет. Аромат приятный, но я не могу сказать, что он какой-то там бомбический. Нет, самый обыкновенный. В основном я ощущаю цитрус, и что очень хорошо, реально пахнет натурально цитрусом. То есть, потому что обычно, знаете, как заявляют цитрус, а пахнет какими-то грибами. А малину не чувствую, может быть, немножко гранат. Ну, буду пользоваться. Он у меня тоже где-то с 2018 года стоит. Здесь 300 мл объем. Давайте-ка я вот так вот поставлю, а то что-то с фокусом. Дальше. Мыло жидкое для рук от Faberlic, серия оранжерея или папоротник. Вот такая красивая упаковка, но я, правда, в любом случае буду переливать в дозатор для мыла. У меня дозатор еще более красивый из Leroy Merlin, там с двойным дном. Все такое. Так, аромат. Ну, во-первых, это крем-мыло. Аромат приятный, нежный. Мне нравится, буду пользоваться с удовольствием, потому что вот спрей из этой серии мне не нравится. Там нет спирта, в связи с этим аромат трансформируется, он какой-то резкий, а вот мыло просто шикарное. Ну и вообще по свойствам мыла Faberlic все хорошее. Дальше. Для лица от Novasweet, как всегда, эссенция тонер с муцином улитки, выравнивающая. Вот все, что здесь заявлено, все так и есть. Выравнивает тон кожи, освежает, увлажняет, улучшает цвет лица. Вот. Правда, здесь написано новая текстура, не знаю, новая, не новая, нормально. 100 мл объем, мне хватает на 2 месяца, пользуюсь ежедневно, утром и вечером. Сначала я как бы ничего от этого продукта не ждала, использовала под крем, как сыворотку, да, но оказалось впоследствии, что действительно вот все, что заявлено, все тонер делает. Кто-то может использовать как самостоятельное средство, может быть, если кожа жирная. Ну, если сухая, то только под крем, но у меня кожа нормальная, и в общем-то, тоже под крем хорошо. Кто-то как 3-секундный стартер использует. Ну, в общем, кому как нравится. Дальше. Для лица у меня Kinesio Tape. Вот в этот раз такой телесного цвета. Хороший тейп заказывала на Wildberries. На него была хорошая скидка. Ну, собственно, знаете, самое главное для тейпа это чтобы была подложка. Вот, потому что бывают такие, как пластыри, но это не то. Должна быть подложка, так разрезаете, в эту сторону он как бы тянется. Вот. Хороший тейп, никаких претензий нет. Клею на лицо, на межбровку, носогубку. Дальше. Также по уходу за лицом. В общем, фикс прайс я купила себе такой вот массажер
для области вокруг глаз. Честно говоря, ну, я им пользуюсь, но под глазами я что-то не поняла. Надо посмотреть видео, но у меня такой массажер впервые. Шарик, мне кажется, не очень хорошо крутится, на него как-то надо поднажать, но кожу-то растягивать нельзя, а вот для носогубок подходит отлично, поэтому я использую. Неплохая штучка, 77 рублей стоит. Также я добавляю мезороллер. Это первый мой мезороллер, я просто решила хоть посмотреть, что это такое. Он стоил дороже, наверное, 100 рублей или 199, не помню. Ну вот один раз я им воспользовалась, ну, не знаю, пока ничего сказать не могу, потом обязательно расскажу. Следующее это, как всегда, гель Карина для лица, который я просто обожаю и пользуюсь им утром. Но если вдруг какие-то бывают высыпания, то и вечером. Так у меня на вечер крем Знахарь, но он у меня как бы с того месяца есть, поэтому не показываю. Дальше добавляю от Ифраше вот такой крем. Мне его подарила Оля. Привет тебе, огромное спасибо, когда я была в Питере на даче. Обычно, когда мне что-то дарят или я покупаю, я ставлю в запасы, но тут не могу удержаться и решила сразу поставить в использование. Когда-то у меня уже был такой крем, но в маленьком тюбике, и там был совершенно другой аромат, и он мне не понравился. А этот меня очень впечатлил. Здесь объем 75 миллилитров, экстракт арники. Ну, не знаю, здесь сочетание, да, арники и какой-то косметической отдушки. Очень приятное, какой-то такой знакомый аромат, прям какой-то из детства. Ну, нотка Ифраше здесь узнаваема, но в хорошем смысле. Мне еще также нравился вот с ромашкой, у них такой был крем, я не знаю, может быть, он и сейчас есть. Короче говоря, классный аромат. Сам крем тоже очень хороший. Я им еще в Питере начала пользоваться. Ну и вот сейчас решила показать. Я еще... У меня тут вот стоит на столе такой вот крем уже, как видите, заканчивается от Белоручки. Белоручка классная марка. Единственное, что... Ну, вот этот крем достаточно жидковатый, и что-то мне аромат его не нравится. Он, правда, давно у меня в запасах, но он явно не испортился, просто вот, ну, не знаю, что-то не мое. Но я его уже доиспользую, и поскольку он довольно-таки легкий, то он у меня здесь стоит на столе. Но, правда, когда я раскрашиваю, я в любом случае не пользуюсь кремом, мало ли чего. Потому что, допустим, никаких отпечатков он видимых точно не оставляет, но карандаши или фломастеры потом спасибо не скажут. Так что на столе у меня этот крем, а потом поставлю этот, да и пока я его, наверное, в коридор поставлю прямо на видное место. Также добавляю в свой уход дезодорант Adidas Get Ready. В прошлом месяце я тоже показывала Adidas, но я его взяла в Питер. Дело в том, что в Питере у меня вот такой вот дезодорант, но я не знала, сколько там, много, мало его осталось. Поэтому я взяла, думаю, с собой на всякий случай дезик. И в первый, по-моему, во второй день я пошла на пляж, и у меня с велосипеда грохнулась сумка, и, по-моему, у меня дезодорант просто выскочил, потому что нигде его ни на даче, ни в сумке я не нашла. Ну, да. Это было, конечно, правильное решение взять новый дезодорант на пляж. Ну да ладно. В общем, достала вот этот. Это мой самый любимый дезодорант. У него классный аромат. Но что еще ценно у всех дезодорантов Adidas, то, что они на коже вообще никак не ощущаются. В плане аромата они защищают и от запаха, и от пота, не вызывают привыкания, вот, и не перебивают запах духов. А вот как раз-таки повторка, которую я покажу, это мыло. Я его уже показываю несколько месяцев подряд. Все мечтаю добавить в уход. Но у меня сейчас лежало мыло ручной работы, которое я сама делала в форме поросенка. Это что у нас было?
да, 18 или 19 год, короче, вот. Ну, сейчас вот у меня уже совсем доиспользовался, поэтому наконец-то я поставлю вот это мыло, положу. Это мне дарила Оксана Александрова. Привет и огромное спасибо. Вот, буду с удовольствием пользоваться. Я люблю все, что связано с кокосом. Так, ну и что еще покажу, это от марки «Каждый день» станки для бритья одноразовые, здесь 5 штук. Цена у них была просто супер, 38 рублей, но взяла я их, по сути дела, потому что там были полупустые полки, либо очень дорогие станки, либо вот эти. Никаких других вариантов не было, ни Ашан с птичкой не было, ни каких-то там еще, но я взяла, потому что цена вопроса невысока. Я вообще эту марку люблю, но станки я не покупала у них очень давно. Я как-то один раз купила, и они вообще были никакущие, все полетели в помойку. Вот, поэтому я, естественно, и не покупала больше. Но тут решила рискнуть, и, как оказалось, прекрасные станки отлично справляются со своей задачей. Но, как известно, такие станки одноразовые, но раньше у многих станков было хорошее качество. И хватало их и на месяц, и больше. Сейчас они, правда, все стали одноразовые. Вот. Ну, этих хватит на один либо полноценный раз, либо, может быть, на 2 раза, так вот чисто быстренько там ноги побрить, ну, там, не знаю, под мышками, как говорится. Вот. Ну, даже если хватит на один полноценный раз, то, согласитесь, 38 рублей за 5 штук очень даже хорошая цена. И что хочу еще вам показать, это гигиеническая помада, лакомка, апельсиновый смузи. Давно я хотела попробовать какую-нибудь гигиеничку лакомка, ну и вот наконец-то в аптеке приобрела. Честно говоря, мне эта помада очень понравилась, у нее такой сладкий вкус, ну приятно ей пользоваться, и аромат приятный, мне кажется, пахнет фантой. Сама помада, она такая легко-легко наносится, вот такого цвета. Ну, понятно, что губы не окрашивает. Вот. У меня гигиенички идут очень-очень медленно, но эту за несколько дней я довольно-таки неплохо подиспользовала, руки к ней постоянно тянутся. Вот. Хотя вот здесь у меня на столе от Faberlic такое ретро, карамельное пралине. Сейчас уже такого нет. И бальзамы в других упаковках. Но на самом деле вот с этим бальзамом ничего не случилось. Ни аромат, ни вкус, ничего не поменялось. Так сказать. Ничего плохого не происходит после использования этого бальзама. Вот. Но у меня, я говорю, такие продукты идут очень медленно. А вот у этого бальзама точно есть шанс. Ну что ж, я это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Не забывайте про приложение «Активный гражданин». Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.